Кто скучает по тебе? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Знаете, вот вы хоть мужчина, хоть куда, во всех смыслах слова, да, вы довольно неплохо выглядите, у вас неплохая фигура. Я не говорю, что вы прям Ален Делон, но достаточно неплохо вы выглядите. И даже те, которые уже в возрасте, скажем, мужчины, вы выглядите даже моложе. Однозначно вам не дают ваш возраст, потому что вы даже, может быть, занимаетесь каким-то спортом. Вы физически можете быть очень такой подтянутый, вы можете заниматься либо же какими-то единоборствами, вы можете прокачивать там мышцы, я не знаю, штангами, гантелями, там чем угодно, на тренажеры, может быть, кто-то ходит. То есть вы, в общем-то, неплохо выглядите. Денежка у вас тоже есть, да? Ну, как минимум, ну так, средняя зарплата точно, у кого-то выше средней. Но вот как-то вам не везет в любви. При всем при том, что у вас много чего есть, да, квартира, у кого-то может быть и машина, еще там дача может быть. То есть у вас, в общем-то, все довольно неплохо, да, вот все есть, но нет счастья в личной жизни. Кого-то накрывает очень сильно от одиночества, да, то есть может быть даже состояние, когда вы думаете, да зачем оно мне все надо, да, если я один. Вот если нет любимой женщины, и вы длительный период, возможно, не могли найти достойную женщину, вы делаете шаги, да, вы пытаетесь знакомиться, даже вот кто-то общается по интернету, ну то есть знакомство по интернету, но вы не видите достойной женщины. Вот абсолютно. Вас это так триггерит, вас так это расстраивает, ребят. Давайте сделаем маленький опрос по этому поводу. Напишите, пожалуйста. Действительно, вот вас расстраивает тот момент, что не получается у вас встретить достойную женщину. Если вы встретили достойную, так и пишите. У меня есть женщина, да, поскольку это общий расклад. Но у многих то, что я увидела, я вам сказала, что переживания, да, вот именно из-за того, что, нет такой женщины, с которой можно именно серьезные отношения построить. Те, с которыми просто там ночку провести, это да, вы прекрасно понимаете, там глазом моргни и все у ваших ног. Так что пишите, ребятушки, вот одиночество я бы выделила. Хотя вы, ребят, так и хочется сказать, вы же сильные, не нужно так отчаиваться. Вы выпали императором. Император это сильный мужчина. Понятно, что даже императору бывает плохо. Даже император иногда пускает скупую мужскую слезу. Даже император бывает в таком состоянии отчаяния, да? Но, тем не менее, дорогие мои императоры, берите себя в руки, настрой на позитив, и все будет хорошо. Я вот почему-то в этом уверена. Давайте еще посмотрим, что нам Таро о вас расскажет. Конечно, вы так хотите любви, вы посмотрите. Причем, вы мечтаете, вы просто мечтаете, императрица, посмотрите. Вот именно вы мечтаете о серьезных отношениях, может быть, даже о жене. Кто-то хочет создать семью, вот нормальную, полноценную семью. Не романчики покрутить, а вот именно семью. Хочется любви большой и чистой, когда все вдвоем. Вот именно, знаете, вам многим не хватает тех ощущений, тех чувств, когда вот ты с нетерпением спешишь, да, к женщине, ты ждешь ее звонка, ты ждешь встречи. То есть вот эти вот вроде бы такие мелкие банальные вещи, но они настолько вас цепляют, настолько вам этого не хватает, и как сильно вы этого хотите, правда, ребят? Но меня уже радует, что все-таки надежда умирает последней. Вы будете вот до последнего, как бы вас ни накрывала грусть, печаль, тоска, как бы не было тоскливо и одиноко порой, да, особенно когда остаетесь один дома, но все равно вы до последнего будете надеяться на то, что вы встретите свою любимую императрицу. Знаете, у вас как будто есть своя определенная планка. Вот женщина должна быть такой, такой и такой.
Понятное дело, что у каждого это свои какие-то критерии, свои какие-то, я не знаю, предпочтения, что ли. Я не говорю даже сейчас, что вы выбираете по цвету волос там, либо глаз, а вот именно по каким-то человеческим качествам у вас есть у каждого предпочтение. Напишите, ребят, кстати, да. Давайте еще вот маленький опрос сделаем. Напишите, вот какая женская черта характера может быть, да? Вот для вас есть самая такая, самая-пресамая. Для кого-то это верность, для кого-то это доброта, забота. Вот что для вас самое важное в женщине? Внешность мы сейчас и фигуру отбрасываем. Вот именно такие вот человеческие качества, да? Пишите обязательно. Для вас очень важно, чтобы это была женщина с большой буквы, женщина достойная. Не какая-то, которая там где-то в подворотне, да, по жезлам прыгает, а вот именно достойная женщина. Вот такую вы бы себе забрали с руками и ногами. Это однозначно. Давайте-ка смотреть, кто же все-таки скучает по вам. Кто скучает? Я бы сейчас вот обратила внимание на тех, ребят, у кого, может быть, уже старенькие родители. Ну, даже если они не очень старенькие, но мне показано, что то ли вы давно не были там. Возможно, даже они потребуют вашей помощи. Вы об этом можете не знать. И мне показывают, что вот если у вас, ну, либо же это могут проиграться еще какие-то ваши близкие родственники, с которыми вы давненько не общались, да, вы могли замотаться, жизнь завертела, закрутила, и как-то вот разошлись пути дорожки, да. Вот я бы обратила внимание именно на это, особенно если это родители, то вот все-таки поедьте, помогите, они стараются вас не беспокоить, да. Вот реально, если это старенькие родители, у кого проиграется, там нехватка финансов, это 100%. Там могут быть болезни, обострение каких-то вот старых болячек. У кого-то, может быть, новые еще появляются. Да, ну просто старенькие люди, вы все знаете, у каждого свои болячки. Очень скучают. Я бы даже, знаете, как отметила. Вот если у кого это мама, ну здесь такая особая любовь и особое скучание. Это сродни тому, как ваша мама, ну чуть ли, ну я своими словами вам пытаюсь донести, да, то, что я вижу. Но это сродни, как, знаете, вот мама, а может быть даже и отец у кого, из-за такой большой любви, из-за такого большого скучания по вам, но они просто, наверное, молятся днем и ночью, чтобы вы приехали. Они скучают, они хотят вас увидеть, они хотят вас обнять. Даже, знаете, нисколько они будут вам жаловаться, если вы приедете. Они просто хотят вас увидеть, услышать ваш голос лишний раз, да, потому что, ну, есть среди вас те, которые очень редко звонят родителям. Ну, согласитесь, ребят, есть такие. У кого-то может проиграться даже, что, может быть, вы, ну, не в очень хороших отношениях могли поругаться. Особенно это может проиграться, что, ну, такая какая-то конфликтная ситуация с отцом могла быть. Ну, то есть отец мог вас когда-то пристыдить, да, что вот ты, сыночек, редко приезжаешь, мы тебе не нужны, и в таком плане. Поэтому, ну, я не скажу, что он прям сердится на вас, да, но тем не менее какая-то такая легкая конфликтная ситуация была, но он вам так, если и сказал, вот у кого это проиграется, то знаете, это тоже от такой отцовской большой любви, ну просто обидно, просто досадно, да, он уже не знает, как достучаться, чтобы вы отбросили все свои дела, хлопоты и приехали наконец к родителям. Далее. Сейчас я бы отметила, знаете кого? Ребята, которые связаны с армией, с формой. Мои ребята, подчеркиваю, я говорю о своих ребятах моей страны. Объявится, возможно, даже это ваш друг будет. У кого-то может проиграться, что не обязательно прям близкий друг. Может быть, вы служили вместе. Могли там в одной роте быть, да, там в одном взводе, ну, как-то вот вместе. Человек мог считаться пропавшим без вести.
человек найдется. Да, там будут некие проблемы, я не буду сейчас озвучивать это прямо в эфире, но так и знаете, вот человек, ну это скорее так среднего возраста, это и не сильно молодой мужчина, и не пожилой, так среднего возраста, на котором могли уже поставить крест, которые уже, может быть, думали, что уже погиб, уже все. Вот он объявится. Как вы будете уже сами узнавать, потому что я такие вещи озвучивать не буду. Так, далее, кто еще по вам скучает? Это женщина. Ух ты! Смотрите, ребят, это может, знаете, как проиграться? Опять же, поскольку это общий расклад, да, возможно, у кого-то из вас начались отношения, но по какой-то причине. Либо же вы там, где горячо, да, вот в армии. Либо же вы, может быть, в отъезде, в командировке, да, ну то есть вы сейчас можете временно пока быть врозь. Хотя, да, по телефону вы можете общаться, там, по смс-кам. Но я вам скажу так, если это начало отношений, то, в общем-то, это очень классная, перспективная история. Неважно, где вы находитесь, эта женщина, она точно вас дождется, где бы вы ни были. Эта женщина искренне вас любит. Эта женщина вот поверила вам как самой себе. Скорее проиграется, что это блондинка, светловолосая. У нее настоящее чувство к вам. Хотя вы порой могли сомневаться, да? Особенно если это, допустим, длительный какой-то отъезд ваш, да? Вот вы можете периодически сомневаться, хотя тоже у вас чувства зарождаются к ней. Но я вам скажу, что напрасно вы сомневаетесь, вот у кого это срезонирует. Пройдет немножко времени, и вы поймете, что это настоящий, чистый, искренний человечек. И все у вас получится. Ужасно скучает. Особенно, знаете, вот если вы либо же редко пишете по какой-то причине, может быть там, ну, связь барахлит, может быть еще какие-то ограничения по связи. Ну, то есть разные бывают моменты. Либо же вы настолько занятой, что не можете, да, вот там день-два, допустим, выйти на связь. Она очень сильно за вас переживает. И даже если она вам после такого маленького исчезновения, если она вам там, допустим, скажет что, какие-то, ну, такие слова на повышенных тонах, да, то знаете, что это не потому, что она такая злая, там, с нехорошим характером, она просто за вас переживает, все ли с вами хорошо. Потому что, ну, даже если один день вы не выходили на связь, то, конечно же, любящая женщина, она всегда будет переживать. Так, ну давайте-ка еще посмотрим, кто за вами скучает. Это касается, знаете, это касается, скорее всего, ваших, ну то ли это дети, ну, взрослые могут быть дети, ну подростки и выше, с которыми вы по той или иной причине, может быть, либо редко общаетесь, либо же ваша бывшая жена не дает общаться столько, сколько вы хотите, да. У кого-то может проиграться даже такая небольшая, опять же, ну, это даже не конфликтная ситуация, это могла быть история, когда вы своего взрослого ребенка, ну, может быть, отчитали за что-то, пристыдили, да, и из-за этого могли немножко так поругаться. Но как бы там ни было, ребенок этот ваш, хоть он уже и взрослый, все равно за вами скучает, тянется, да. Но почему, я не могу понять, почему вы не можете, знаете, как будто либо вам тяжело по какой-то причине встретиться, вот вы не можете, да? Может быть, потому что вы кто-то за границей, а ребенок в другой стране с женой, да? Вот ограничения какие-то идут. То есть тяжело встретиться. Возможно, даже связь плохая, особенно если вы, допустим, в армии находитесь, да, там, где горячо. Здесь тоже могут быть некие ограничения. Вы можете не всегда выходить на связь, и вот ваши взрослые дети, они точно так скучают, они
ждут вас, и они вот надеются, они молятся, чтобы вы вернулись живым, да, вот если кто там, где горячо, находятся. Переживают, это просто капец, ребят. Те, кто вот именно связан с формой. Вот знаете, переживают не только ваши дети, еще скажу, что переживают кто-то близкий из вашей семьи. Какой-то человечек, у которого, знаете, ну как наваждение, такой страх за вас, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. Скучают, переживают ужасно. Поэтому, чтобы вы знали. Так, ну что еще? Давайте, а то что-то меня понесло, меня прям не остановить. Ух ты, снова привет из прошлого. Что за женщина? Что за женщина? Женщина, которая имела на вас виды. Это еще какая-то одна дама, с которой у кого-то мог быть романчик, у кого-то может проиграться, что самого романа не было. Но, тем не менее, женщина тайно была в вас влюблена. Проявится очень неожиданно. Даже, может быть, это не сколько проявление, сколько вот, ну, случайно можете даже встретиться где-то. Вот где-то так вы увидите ее, что... Ну, знаете, даже это будет такая какая-то странная история. Какая-то манипулятивная история. Как-то опять-таки она то ли подстроит встречу. Смотрите, неважно, это была у вас романтическая история, либо же эта женщина у кого-то проиграется, которая просто влюблена в вас. Она что-то придумает. Причем ей помогут кто-то из ваших, может быть, друзей-приятелей. То есть она знакома с вашим окружением. Ну, то есть это не какая-то там левая женщина, которая где-то в парке на лавочке сидит и страдает, влюбленная по вам. Нет. Вот именно вы как-то с ней пересекаетесь. Вы можете знать ее в лицо, да? Кто-то общался, кто-то не общался. У кого-то это мог быть роман, да? Но, тем не менее, вот она будет проявляться. Будет проявляться, потому что, смотрите, как проиграется. У кого это была романтическая история, здесь может проиграться, что женщина не может забыть ваш страстный интим. Вот вы ее цепанули как любовник. Вот просто на разрыв так. Хочет повторения, хочет возобновления. Но а у кого проиграется, что это новая такая дама, которая влюбленная, это я уже, да, вот вам пояснила, чтобы вы просто не путали, у кого был роман, у кого не было. Это просто вот будет каким-то образом через ваших друзей пытаться, ну, с вами наладить некие такие отношения. Вот такой был сегодня расклад. Переворачивайте под себя, кому что подходит. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!